Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание 8 июня. Поговорим о том, что категорически нельзя делать в этот день, почему в этот день нельзя бегать, нельзя ускорять шаг или к чему это может привести. Итак, друзья, 8 июня все православные христиане почитают память апостола Карпа, ученика святого Павла. И благодаря имени святого его праздник в народе связывали именно с рыболовством. И на Руси считалось, что на карпа хорошо ловятся его тезки карпы, поэтому мужчины дружно именно в этот день выходили на рыбалку. И рыболовы считали, что только именно в этот день будет хорошо ловиться карп. И обычно 8 июня приглашали в дом печника, чтобы он проверил и при необходимости поправил печь. По завершению работы его угощали караваем. Корочку каравая непременно бросали за печку для подпечника домашнего духа, родственника домового. Считалось, что увидеть его можно в образе черного и мохнатого дедушки, который живет под печкой вместе с курами. Печники, как и люди, постоянно контактировали с нечистой силой и в народе пользовались, к сожалению, дурной славой. Поэтому с ними дружили, их старались ублажить и задобрить. Хозяйки в этот день из дома выносили горшки и крынки из-под молока и несли их под куст цветущего шиповника, где на время оставляли. После этого посуда переставала пахнуть, а если под куст поставить горшочек с молоком, то оно не скиснет и приобретет прекрасный аромат. Люди, которых одолевала сегодня худоба, в этот день искали цветущий шиповник, ложились под куст и вдыхали аромат цветов. И, друзья, не рекомендуется в этот день бегать. В противном случае вы могли убежать от своей судьбы. Поэтому не стоит сегодня копаться в саду, огороде. Также не нужно уделять внимание шитью, вышиванию, мыть посуду, мыть и подметать полы. Что же касается мытья и подметания полов, то наши предки были уверены, что вместе с ссором можно сегодня буквально вымести из дома радость. Также в этот день нужно быть максимально гостеприимными, иначе весь ближайший год вы окажете для вас он будет финансово провальный. Люди, которые родились именно 8 июня, умеют обращаться с глиной. Они могут стать хорошими гончарными мастерами. Им следует обязательно носить рубин всегда с собой. И среди знахарей и ведуней Карпов день считался подходящим временем для проведения всевозможных обрядов и ритуалов, чтения определенных практик, которые избавляют от душевных ран. И в этом видео, друзья, мы с вами проведем обряд от любовной тоски. Итак, вам 8 июня нужно взять вещь человека, о котором вы тоскуете. Идеально, если это будет нательная рубаха. Положить ее рядом со своей нательной одеждой и сказать следующие слова. «Святой Карп, день пребывает, моя тоска не убывает. Ты мне помоги, душу от тоски освободи, воду унеси, карпом скорми. Пусть меня не гложет, сердце мое не тревожит. Как сказала, так и стало». Эти слова, друзья, нужно произнести 3 раза. После этого надеть обе рубахи на себя, но первоначально нужно одеть именно свою рубаху и походить в рубахах целый день. После постирать, именно опять же в этот день, если у вас не загружена стиральная машинка или вы не хотите запускать, тогда руками простерните, и тогда тоска уйдет. Обращаем ваше внимание, что сновидения, увиденные этим днем, будут вещи. Друзья, с вами, как всегда, был канал ровно для через 7 лет. Подписывайтесь на наш канал. Вот такие у нас с вами народные приметы на наш канал. У нас на канале выходят постоянно новые, интересные и важные видео,
каждый день. Мы с вами, друзья, прощаемся. Желаем вам прекрасного настроения и великолепного дня 8 июня. И мы с вами услышимся уже в следующем видео.